Господа, я думаю, многие из вас знакомы с таким понятием, как отзывная кампания. К этому прибегают большинство автомобильных брендов, и это общемировая практика, которая касается миллионов автомобилей и призвана предотвратить возможные неисправности, которые могут возникнуть в будущем, и позаботиться о безопасности клиента. Именно сейчас идет глобальнейшая отзывная кампания, которая связана с миллионами автомобилей различных автомобильных брендов и связана с пиропатронами подушек безопасности производителя Takata. Распространяется она на автомобили, выпущенные с 2001 по 2017 год. В частности, было выявлено, что при срабатывании пиропатрон разрушается, а его осколки могут проникнуть сквозь подушку безопасности в салон автомобиля, и это смертельно опасно. Компании Toyota и Lexus уже много лет ведут активную работу по привлечению автовладельцев к этой отзывной кампании, но тем не менее многие не осознают риски или даже просто не знают о том, что данная отзывная кампания ведется, поскольку являются вторыми или третьими владельцами автомобилей и не являются в дилерские официальные центры для прохождения того же ТО. А ведь в этой отзывной кампании участвуют следующие автомобили Toyota и Lexus, например, Toyota Corolla, RAV4, Yaris, Hilux, Avensis, Auris, Alphard, Lexus SC430, IS350 и 250, GX460 и ES350. Всем владельцам данных автомобилей нужно обязательно проверить необходимость замены пиропатрона, и если таковая существует, естественно его поменять. Тем более, что на дилерских центрах Toyota и Lexus эта процедура производится абсолютно бесплатно. Тем более, проверить свой автомобиль крайне легко. Вы заходите на официальный сайт компании Toyota или Lexus, ссылочки я, естественно, оставлю в описании, вбиваете ВИН и сразу узнаете результат. Так что, ребята, потраченное время — это ничто по сравнению с вашей безопасностью и безопасностью ваших близких. Заходите и проверяйте автомобили прямо сейчас. Да, господа, здравствуйте. И как вы поняли, естественно, Победа также заезжает на гусеничное шасси. Здесь все не просто так, и, наверное, где-то в июне, может быть, числа 7-10 мы вам объясним, почему вот так все произошло. Жители Инстаграма, безусловно, все узнают раньше, наверное, в первых числах июня. Таково неразглашение, к сожалению, но по-другому никак. Поэтому, смотрите, у нас есть Победа и есть Бентли. И делаются они одновременно, примерно к одному сроку. Кстати, дядя Вань, Бентли можно типа первого сдать. То есть, типа, Победа в приоритете 25-го точно должна быть. С Бентлей, грубо говоря, решим, еще плюс неделя есть. Поэтому, как вы видите, по Бентлей изменений, казалось бы, не очень, хотя на самом деле идет огромная работа, и тут невозможно этого не признать. Но все силы брошены на второй образец, который хоть и выглядит идентично, но, естественно, отличается. Полностью, почему именно Победа, а не Бентли, допустим, уже в каком-то идеальном конфиге, вы узнаете, опять же, где-то уже в июне, в первых числах. Но есть еще один интересный признак, почему все-таки место Бентли должна была занять в конечном итоге другая машина. Потому что это гусеничная платформа. И ставиться на нее сверху может что угодно. И, как я вам говорил, Бентли для этой платформы на самом деле не самая подходящая машина, просто узкий дверной проем. В Бентли элементарно неудобно залезать, и это не лучшая обзорность. Поэтому мы берем хотя бы Победу, и мы видим, насколько уже дверной проем больше. То есть в идеале, конечно, на гусеничной платформе должен стоять УАЗик. Или вообще микроавтобус, или что-то грузовое, высокое, то есть с большой дверью. Таким образом, низ, который мы отрезаем вот здесь,
Чем машина выше, тем он получается в пропорциях меньше. И вам все удобнее и удобнее залезать. И, естественно, удобнее и удобнее сидеть и обозревать то, что вокруг себя увидеть. Конечно, идеальный внедорожник, он все-таки внедорожником остаться и должен. Когда мы делаем из купешки внедорожник, есть некоторые погрешности. Отчасти Победа здесь тоже роляет. Дальше. В Победе еще что прикол, что она максимально простая. И все эти примочки типа Канди, лакшери и прочее, они просто не мешают основным ходовым характеристикам. Вам не нужно ничего делать с самой Победой, чтобы она Победой оставалась, потому что в ней ничего с завода не было. В нашем случае, как вы помните, даже печки, когда мы купили, в Победе не было, поэтому печку сюда можно будет доставить любую. То есть в случае с Bentley, вот сейчас, когда не влезает 5-литровый компрессор, приходится подрезать там блок кондей чуть, потом его чуть восстанавливать, короче, это муть. Здесь все залетает элементарно. И Победу нужно сделать максимально простой. Победу нужно сделать в том конфиге, в котором чаще всего покупатель будет выбирать именно эту гусеничную платформу. Что сверху на нее ставить, это всегда будет решать сам покупатель. Грубо говоря, переведем ваш АМ на гусеницы за там, $100 тысяч. Условно, я для примера все это говорю. Но тем не менее, самый удачный конфиг, это, естественно, который проще всего собирается, самый надежный, можно сказать, один из самых легких, идеальное сочетание мощности к цене. И, естественно, выход один. 7 бет, 3 UZ. FE в данном случае, пока еще атмосферный, поэтому, естественно, в Победу залетит UZ. И как вы видите, у нас уже есть главная пара. Собственно, она собрана, она вторая, это не та, которая была в Bentley, это механизм поворота с незначительными отличиями, просто потому что две одинаковые детали в российском автопроме не существует. Даже если вы купите две штуки, они все равно могут незначительно отличаться, ни на что абсолютно не влияет, все будет так же. Таким образом, у нас получается Победа, она будет легче Bentley за счет того, что более легкий мотор и сама Победа меньше. Через это достигается еще одна очень интересная цель. Дело в том, что в Bentley мы бились за сохранение транспортного габарита 2,50. При этой ширине автомобиль еще возможно перевозить на трале или как-то по дорогам общего пользования. Дальше требуется сопровождение. Здесь есть следующая сверхзадача – габарит в контейнер, чтобы влезало, погрузочный. Он у нас типа 2,40, да, то есть, по-моему, техника должна быть, соответственно, типа 2,38, хотя бы, чтобы все это со скрипом резиновым внутрь влезало в стенки контейнера, и машину можно было перевозить ЖДшкой. Соответственно, здесь это все сохраняется. Плюс Победа, в принципе, короче, поэтому можно, типа, укоротить базу. При том, что гусеничное полотно у нас остается, успел бы Курск. По сути, то, что стоит сверху на модульной платформе, это больше стиль, ваши хотелки и так далее. Потому что, как вы понимаете, платформа гусеничная может двигаться вообще без кузова. Вот два кресла поставил, руль из нее торчит, а можно даже и не руль, а один джойстик, вообще один джойстик. И все поедет, потому что мы в будущем, может, и перейдем на цифровое управление, потому что, джойстик это всегда круто. У вас есть колодка, коса, еще колодка, которую втыкаете в блок управления и присоединяете это к чему хотите, может быть, даже к другому пульту управления, чувак в VR-очках с камерами сидит, вообще издалека ездит. Почему нет? Современные технологии позволяют все это интегрировать куда угодно. Но в данном случае Победа — это, конечно же, стиль. Это внешка, это то, что должно представлять, не знаю, Россию в том числе. В нашем случае это, получается, максимальная локализация из того, что возможно. Дайте нам просто хороший двигатель, и это будет 100% локализация, сделана в России. Мы, собственно, к этому и стремимся. Отчасти поэтому тоже и Победа. И нужно было сохранить узнаваемый облик именно Победы. Поэтому, может быть, есть и был смысл резать Победу чуть глубже, чуть больше ее опускать в шасси. Но тогда мы бы уже потеряли вот эти самые задние габариты, стопы. И через это она стала бы менее узнаваемой, потому что, конечно, такие лампочки, такой стиль, это абсолютно то, что идентифицирует Победу в потоке сумасшедше, то, что отличает ее от Волги и всех остальных, это круто. Поэтому резали именно по этот уровень, так все сошлось. Полотно у нас, получается, будет торчать туда, вот отсюда. И все это поедет здорово, и Победа будет по-прежнему узнаваемой Победой. Сегодня у нас 20-е, что ли, да? Сегодня у нас 20-е, господа, точно. Пишем так вот на всякий случай, прям для понимания. Осталось 5 дней, как вы видите, почти все готово. Нас задерживает только Дима.
Ну давай так скажем. Дима привык, что на него все свалит. Он парень скромный и никогда разоблачать никого не хочет. Хотя, конечно, нет, Дима ни при чем, это понятно все. Нас, по сути, никто не задерживает, наверное, кроме, может быть, транспортной компании, потому что даже НПО «Композит» в кратчайшие сроки изготовило второе полотно, потому что вот это полотно, которое вы сейчас видите, оно снято с Бентли. Но ехать оно будет 4 или 5 дней, и приедет только 24-го, а нам нужно выехать 25-го. Отсюда очень интересный вопрос. Что же будет 24-го? Кто знает? Непонятно. На сегодня смотрите, какой, значит, у нас есть шикарный вариант. Мы вам просто уже не показываем, как это все делалось, потому что вы это по факту уже 10 раз все видели, когда на раму ставится УЗ, присоединяется, в принципе, технически по железу работы все почти такие же. Естественно, учитывая только особенности некоторые самого нового кузова. Поэтому УЗ стоит, Димон красавчик, УЗ на самом деле уже заводится. Сейчас делается, ну, всякая мелочь, там, старт, стоп, короче, провода, какая-то коммутация базовая пока еще пускается, потому что, не знаю, на что-то более-менее сложное здесь не получится. Рама, естественно, уже, грубо говоря, глобально готова. Полотно чуть не дотянуто, потому что еще пока что по-прежнему нету ведущей звезды, но в целом сзади и у Bentley, и у Победы получается сейчас очень интересный один момент. Сейчас покажу. Багажник Победы наконец-то открылся, господа. Открылся он нам полностью, естественно, и статный бензобак отсюда улетел вообще. Новый бензобак, кстати, где будет, пока даже я не предполагаю. Возможно, это, кстати, будет вообще два бензобака от УАЗа, стоящие по краям где-нибудь в раме. Возможно, у нас будет здесь за спинкой сиденья заднего на манер японских седанов и старых немецких седанов также бензобак вот здесь стоять. Глобально это вообще не проблема, он сюда помещается, багажник большой, но самое главное, наш узел поворота, силовая передача вся, она уже не влезает сюда в пол. Поэтому пришлось сделать такое некое смотровое окно, которое в том числе будет удобно и для обслуживания этой системы. Через него же можно будет менять колодки, доступ к суппортам. Отдельная крышечка все это закрывает, крепится на болтике или даже на замочке, неважно. И все красиво это закрыто. И, соответственно, здесь у нас стоит блок от BMW небольшой. Это блок управления ручником, потому что ручник у нас будет на отдельных суппортах, на электрических, задних. Пока что от BMW можем поставить хоть от Ауруса без проблем. Были бы в доступе технологии, все сделаем 100% под отечественного производителя, локализуем, не вопрос. А в конце концов, вместо такого ручника можно сделать механический ручник, трассовый, вывести его туда, а опять же все это решаемо. В данном случае просто все это было под рукой, поэтому все вкинули, все поехали, потому что осталось, опять же, 5 дней. И самое главное, смотри сюда, иди, поскольку это все-таки гусеничная платформа, и она, как я уже говорил, не особо зависит от того, что, собственно, происходит у нас сверху на этой платформе, то ты заходи сюда, не стесняйся. Мы включаем фонарь. Что мы видим в задней части Bentley? Да то же самое. Такое же смотровое окно, под которым сейчас просто, поскольку подкрашивался элемент, здесь тряпочка, я могу даже ее вам приподнять, чтобы вы увидели. Вот, собственно, тот же самый наш механизм поворота. Таким же образом все это обслуживается и меняется. Таким же образом сюда скоро будет залетать блок управления электрическим ручником. И все будет относительно так же. То есть, опять же, повторяя на ту тему, что ставить сверху на нашу гусеничную платформу, это небольшой и вопрос. Потому что вот она платформа и вот она платформа. Да, они отличаются по ширине и длине. Это больше, это меньше. Но глобально принцип действия одинаковый. «27 число, на часах у нас 1:20. Важно то, что в 7 часов вечера Победа должна выехать отсюда, а приехала она сюда в 10 часов утра. И мы с вами находимся в Выхлопграде. Ребята, люди меняются возле машины, машина делается в режиме 24/7. Почему она должна уехать отсюда в 7? Потому что в 8 Паша из реформы Стайлинг начинает ее прямо у Вани в Джаггер-гараже перетягивать в белую пленку, потому что есть еще один тезис. Победа должна быть белой. Я сейчас в конце расскажу вам почему. Но сначала, значит, Выхлопград. Я не представляю, что сейчас будут делать ребята. Это просто ребята нас спасают. Конечно, выхлоп был опциональный, но все равно лучше, чтобы он был. А времени совсем нет. Искать сейчас компанию, которая сможет нам на вот такую машину сделать выхлоп, чтобы он был как вот тот звук, невозможно найти такую компанию. Это единственные люди в этой вселенной, кто смогут сделать так, и это Выхлопград.
Потому что вначале, я помню, когда мы делали первый выхлоп на Понторезку, его было 3-4 версии. Все пытались сделать так, чтобы звучало хорошо, чтобы понравилось именно клиенту. И в конце концов опыта уже набрались мы, и выхлоп Град уже сколько все это делает, и уже это совершенно новый уровень кастома в плане выхлоп. И это та компания, в которой я могу реально привести вот такую машину и сказать: сделайте мне вот такой звук. Выхлоп Град может сделать именно такой звук, который понравится всем. Это будет такой же звук, как у желтой Нивы, такой же звук, как у Азика был на атмосфере и так далее, потому что это третий УЗ, с ним все понятно. И при этом их не пугает абсолютно вот эта конструкция. Значит, схема выхлопа будет у нас в этот раз довольно-таки понятная всем и ясная. То есть это две магистрали выходят с мотора, соединяются в одну, идут там банка, еще вторая банка, и из последней банки они снова раздваиваются, чтобы это был двойной выхлоп, чтобы это выглядело все-таки как-то более-менее зрелищно. Времени остается у ребят на самом деле с 13 до 19, не так уж чтобы и много, причем с 13:30 до 19, как вы понимаете, это у нас 5,5, ну, плюс 4, то есть тест тестить, завести и так далее, плюс обед и так далее. В общем, около 4 часов на то, чтобы сделать этот выхлоп. Ссылочка на выхлоп Град, естественно, будет в описании на всякий случай, если вы понимаете, что если вам нужны достаточно дикие, в хорошем смысле этого слова, люди, которые реализуют любую вашу фантазию под выхлоп, я не знаю, где еще. Так вот, в этом городе это можно сделать. Ребята, мы продолжаем. Очень много ваших вопросов было на тему, почему именно Победа. Что за бред, зачем вообще строить второй танк и так далее. То есть, какой-то части людей понятен смысл, чем больше танков, тем лучше, вдвоем всегда веселее и так далее. Плюс мы этим самым показываем, что мы уже идем в серию, что, по сути, нам без разницы, что ставить на нашу гусеничную платформу. То есть мы говорим не про Bentley ультратанк, мы говорим не про Победу ультратанк, мы в целом говорим про ультратанк. А ультратанк — это именно платформа, которая будет стоять внизу. А все, что сверху, как я уже говорил, неважно. То есть Победа делается отчасти поэтому. И второй смысл — это то, что мы едем на Петербургский международный экономический форум. Попасть на такое мероприятие могут не все. Это безумно сложно. Для этого не хватит никаких денег, ничего. Это нужно, чтобы сочеталось классная идея, возможность представить нашу страну перед зарубежными делегациями, кои в большом количестве будут на Петербургском международном экономическом форуме, и показать вообще достижения нашей, собственно, такой еще вот микро в моем понимании промышленности, да, но тем не менее. Почему здесь подходит Победа? Потому что это отечественная разработка, это сделали, собственно, мы здесь, в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский ультратанкостроительный завод, с этого начинается, я очень сильно надеюсь. Победа может быть полностью локализована, как я все говорил вам это в начале этой серии. Следовательно, представлять нашу страну, как можно сказать, достижение нашей страны, вот это, может быть, звучит громко, но хотя бы вот маленькая крупица, да, в то, что мы можем сделать. Такое гусеничное транспортное средство в виде Bentley, наверное, не совсем логично, потому что, опять же, будут иностранные делегации и так далее, и Россия все-таки, как мы отвечаем, да, за нашу страну, в которой мы живем, поскольку мы выставляемся на экспозиции, должна представлять, и мы должны представлять все-таки более отечественную разработку. И в этом плане Bentley здесь не подходит. Белый цвет будет представлен, потому что большой интерес к гусеничной платформе нашей проявили господа из ближневосточного зарубежья. То есть это Катар, это Арабские Эмираты, и там белый цвет исконно является праздничным, торжественным. Поэтому для них будет логичнее видеть именно белый автомобиль сверху на гусеничной платформе. Bentley также будет на экспозиции, оно будет стоять в стороне, потому что это Bentley. А если мы представляем все-таки Россию, мы должны быть на отечественном автомобиле. Вот и получается вся логика. Победа, потому что это российская разработка, и логичнее, если она будет полностью российской, хотя бы внешне на данном этапе, хотя мы можем сделать это и в технике. И белый цвет для того, чтобы восточным друзьям это выглядело более понятно, более интересно, потому что белый цвет, как вы знаете, там котируется гораздо больше, чем двухцветный, черный и там белый и зеленый. Есть два основных цвета, которые говорят о том, что все в порядке. Соответственно, мы будем белыми. Таковы тезисы от более знающих людей, которые посоветовали нам сделать именно так, и мы сделали именно так, именно к этому сроку, именно к открытию Петербургского международного экономического форума, именно Победа и именно белая. Надеюсь, все объяснил. Едем дальше.
у меня часы меня провоцируют. Стрелка минут легла на дату. Я не знаю, какой день. 28-е. Сегодня? Да. 27. Какая разница? Короче, от прошлого включения 8-е, 28-е, 0-18. Никто уже не знает, какое число. Нас посетила компания Reforma Styling в руководящем составе вообще все высший эшелонный Reforma Styling. И все только начинается, господа, потому что есть еще финальная задача перетянуть ее в белый цвет, как только что я вам объяснял. Когда это закончится, ну, однажды у нас у всех это закончится. Кто-то рассчитывает, что в 80, кто-то попозже. Но более оптимистичных сроков поставить нельзя, потому что днем завтра у нас съемки, у Ивана дела, у Reforma Styling доделать машины, которые еще в 7 утра будут забирать. Они закончат раньше 7, дядя Вань, я понял. Им же в 7 там машину отдавать. Все, зашибись, мы точно знаем, когда машина будет переклеена. Григорий остается в боксе ночевать, Иван тоже домой не возвращается. Я возвращаюсь, чтобы поспать, и Никитоса тоже, наверное, отпускаю, чтобы поспать контрольных 8 часов перед тем, как мы просто едем дальше снимать в болотах. Нам нужно, чтобы, ну, у нас лицо, по крайней мере, было похоже на человеческое. Нам нельзя быть прям очень грустными, потому что нас реально ждет оффроуд. Мы продолжаем. И вот она белая. На это потребовалась ночь и потом еще в итоге вечер, но тем не менее к сроку все белое. Господа, на часах у нас 8 часов 20 минут 30 марта. Въезд снова перенесли. Въезд Бентли у нас вообще, получается, будет 1 послезавтра. Но, тем не менее, сегодня въезжаем на Победе. И она белая, и она готова. Ее еще будут заклеивать всякими логотипами, наклейками. Там какой-то стикер-бомбинг, я думаю, будет и так далее. В общем, узнаем, чего. Reforma Styling, конечно, красавчики. Я не знаю, другой компании нам, наверное, не удалось бы найти в Петербурге, кто в вот такие вот сроки, в таких вот прям условиях на выезде бы перетянул Победу. Значит, помимо этого, вы посмотрите, мы вам не показывали, все наконец-то оформилось. Есть лючок с виброзащитой даже, чтобы трансмиссионные шумы не проникали к уважаемым господам в салон. Коврик постелили, чтобы все барахло скидывалось. Глушитель обязательно должен быть на выставке, это условие организаторов. Лампочка теперь даже работает, то есть тут будет все светло, все классно, все сочно. Удобно, что ниши оказались белыми, светло-белыми, их даже перетягивать особо не надо, и нету даже какого-то, знаете, раскоса этого. Значит,
Далее, в салоне тоже есть коврики. Так вот, у нас наконец-то еще появились ручки. Вот эти вот, их не было с самого начала, с покупки, и вот теперь они есть. Теперь дверь можно закрыть, теперь все, стеклоподъемнички, замок, все стоит на своих местах. И главное, один большой коврик. Машина все-таки для оффроуда, поэтому здесь все обшито эво-ковриками. Очень хорошие ребята помогли, компания Evo Boats просто вот приехали. По-моему, мы даже их особо не просили, да, Дивя? Они что-то приехали, напали на нас, все постелили и уехали. А получилось на самом деле и неплохо. Таким образом, здесь не будет никаких проблем с грязью все это, если в случае чего. Вытаскивается, выпиливается, и вид получился такой, ну, более внедорожный, конечно, менее классический, но, тем не менее, будет очень удобно. Остался только тестовый выезд, но на него не осталось времени. Поэтому прямо сейчас грузимся на эвакуатор, едем на выставку. Там машина просто стоит в статике до, получается, у нас 6 числа. А вот после 6 числа, ребята, начинается все самое интересное. Но об этом уже в следующей серии. Короче, мы оказались на парковке ближайшего торгового центра, потому что дальше ни снимать, ни показывать ничего нельзя. Любые съемки во время того, как идут строительные работы на форуме, запрещены. Пропуска, которые на нас снимать, запрещено. Пропуска, которые там снимать, также запрещено. Хотя я уже вижу людей с подозрительными пропусками, что намекает мне на то, что нас уже примерно нашли. Таким образом, это последнее место, где мы можем снимать. Дальше мы моментально упремся к ФПП. И следующие съемки, если они будут, получается, от аккредитованных телеканалов на самой выставке. Я не знаю, разрешат ли нам на выставке хотя бы снимать еще хотя бы на GoPro или на телефон. Вообще не ясно, что будет происходить. Поэтому на всякий случай прощайте. Мы приехали. Но по факту это первый завоз. Но мы еще не прощаемся, потому что не забываем, что у нас еще Бентля в новом конфиге, и она движется сюда же послезавтра. До следующего включения. И Bentley, как вы видите, едет, рулится. Есть еще нюансы, нужны тестовые выезды, которых просто не было, но тем не менее. Огромное спасибо у нас мойки Пиранья, наши прям любимые, на Потапова, дом 2, которые выручают. В последний момент машина просто полируется в огне. Мы должны уже быть 5 минут как в дороге, но ребята просто спасают ситуацию. Дядя Ваня, который не спал больше месяца, мы все в дичайшем напряжении, куча других людей, которых я не знаю даже можно ли называть, всем тем, кто помогал с этой выставкой, с экономическим форумом, с петербургским, куда мы заезжаем, сколько людей аккумулировано для того, чтобы это все получилось, ребята, не передать словами. Я думаю, все, о ком я говорю, сейчас этот видос смотрят и понимают. В общем, спасибо вам, господа, огромное. Без вас, естественно, это было бы невозможно. Если бы я знал, можно ли вас называть, я бы называл. Но на всякий случай, господа, это все-таки возможно. Мы с 2 экземплярами, все вместе, мы, не я с дядей Ваней, даже огромное количество людей, но первично, конечно, мы с дядей Ваней все-таки, да,
смогли пробиться на выставку, которая в масштабах нашей страны является практически высшим мероприятием. Это мероприятие, где участвует первое лицо государства. Ребята, это очень серьезно, и это у нас у всех получилось. Это самое важное. Через 5 минут машинка выезжает, грузится. Я сам сейчас прыгаю в машину, еду вперед, чтобы там разруливать уже подъезды с охраной и так далее, чтобы все заехало, встало на экспозицию. Ребята, это свершилось. Мы не верили до конца, что это возможно. Мы шли к этому, если честно, с 2018 года, когда мы впервые на почту Петербургского экономического форума написали, а как бы к вам заехать? У нас вот там скоро будут интересные экспонаты. И в 2021 это получилось. Я не представляю, куда двигаться дальше. Куда двигаться дальше, но мы будем пробовать. В следующем видео тестовые выезды с самого экономического форума. Все видео вы можете посмотреть, наверное, только на канале первом, втором и третьем федеральных и всех остальных, потому что у нас там нет аккредитации, туда не запустят операторов, нельзя даже пронести GoPro, только что-то с телефона, если поснимаю, если получится, может быть, здесь и вставлю. В следующих видео тестовые выезды, парные заезды 2 танков, это будет шедеврально. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео, огромное всем удачи и пока!